Камера включена. Камера, мотор, дубль первый. То есть дубль нулевой. Не вступительный дубль. Всем привет, с вами Лешик, папа и Аринел Нутелла. И на канале Аринел Нутелла мы будем сегодня читать Ада Твист, экспериментатор. Экспериментатор. Привет, друзья. Привет, мальчики и девочки. Подождите, я еще рано. И чтобы послушать вам эту историю, поставьте лайк, напишите комментарий и не забудьте про колокольчик. А мы начинаем. Продолжи, папа. Теперь точно могу. Можно? Да. Привет, мальчики и девочки. Мы Привет. сегодня читаем очень прикольную, смешную книжку. Она называется «Ада Твист. Экспериментатор». Не знаю, Да. видно вам, не видно. Я думаю, что вы сейчас ее послушаете и все поймете. Ну, Мозг. давай сразу к делу. Начинаем. Давай. Пай-бай-май, 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 пай-бай-май. Все, начали. Ада Мари от рождения молчала. Целых 3 года, но все примечала. Очень заботила Аду Мари, что у игрушек бывает внутри. Ада Мари успевала повсюду, двигала стулья и била посуду. Лазала ловко и прыгала смело, но говорить ни за что не хотела. Родители тревожились, но верили, что Ада в конце концов заговорит, когда ей будет надо. Она не по годам умна, твердят отец и мать. Когда она заговорит, ей будет что сказать. И вот однажды на часы, высокие как башня, с разбега Ада вмиг один вскарабкалась бесстрашно. Отец вскочил и крикнул «Стой!», мать крикнула «Куда?». Хорошие родители так делают всегда. Взглянула Ада с высоты на эту кутерьму и неожиданно для всех спросила «Почему?». Что? Ну как? Ну почему? А почему часы идут, когда они стоят? А почему сверчки поют, а червячки молчат? А почему у кошки хвост похож на колбасу? Зачем колючки у цветка и волосы в носу? Потом она спросила, что? Потом когда и как? И почему подвал внизу, а наверху чердак? И почему у шубы мех, а у деревьев мох? Родители сказали «Ах!», потом сказали «Ох!». Мы так и знали, что она не по годам умна, но все же очень хорошо, что ночью спит она. Она все старше и умнее, вопросам нет конца, и беспорядок вслед за ней распространяется. Где? А в школе шум, а в школе гам, но Ада входит в класс. И сразу шум, и сразу гам сильнее в 10 раз. Сама мисс Долли сбилась с ног, но ясно всем вокруг, что нашей Аде предстоит стать доктором наук. Вот Ада с кучей всяких штук спускается с крыльца, чтобы узнать, который звук заставит петь скворца. Но тут ужасный запах вдруг в ее ударил нос, пробрав ее от пальцев ног до кончиков волос. «Ух ты!» – воскликнула она. «Хотелось бы узнать, какой загадочный объект способен так вонять. Откуда нос узнал о нем? И вот еще вопрос. Он пахнет или нет, когда я зажимаю нос?» Она застыла на крыльце, потом, достав тетрадь, сказала: «Главное начать, но вот с чего начать? Головоломка, тайна, квест, тот лучший миг, когда...» «Ура!» — сказала Ада Твист, «загадочка хоть куда». Пахучих много есть веществ, и опытным путем мы их изучим и сравним, и нужное найдем. Из всех гипотез лишь одна окажется верна. «Не скис ли наш капустный суп?» – подумала она. На пробу, сняв 4-й раз, она сказала: «Ой, придется, видно, перейти к гипотезе другой».
Ух ты! Опять ударил в нос ужасный запах тот. Гипотеза вторая. Так, возможно, пахнет кот. Но кот не может пахнуть так, а значит, это он стащил какие-то духи, сумев открыть флакон. Мы проведем эксперимент и подведем черту. Какие именно духи понравились коту? Да. Смотри, такое тело собаки, а голова это крышечка. Она взяла один флакон, потом взяла другой. Но тут родители ее вскричали дружно «Стой!». Терпение лопнуло у них, они возмущены. Бедняжка Ада за собой не чувствует вины. Теперь и мы задать вопрос хотели б свой черед. Куда девался папин суп и чем воняет кот? «Довольно», мама говорит, и папа вторит ей. «К экспериментам допускать нельзя таких детей», спросила Ада. «Почему?» Но папа рявкнул. «Нет! С нас хватит всяких почему. Ты съела мой обед, стащила мамины духи и мучила кота. О чем ты только думаешь и чем ты занята? Ступай на думательный стул быстрей по счету 3. И ничего, и никогда без спросу не бери». Вот Ада Твист сидит одна в прихожей целый вечер. И кажется, опять она лишилась дара речи. И вот она сидит и думает о том, что провалились опыты над супом и котом. И почему не удался ее эксперимент? Всегда ли будет так? В чем истинный момент? Обдумать все еще разок, взглянуть со всех сторон, а все же этот запашок, откуда взялся он? Один лишь маленький вопрос, за ним другой. Ну да, научные работники так делают всегда. Всего один простой вопрос приводит сразу к 3, а в свой черед любой из них приводит к 4. Забыв про суп и про духи, забыв про гнев отца, все глубже и глубже Ада Твист докапывается. Но почему? Но что? Но как? Вот-вот я пойму. И Ада, постучав по лбу, вернулась к почему. «Пойдем, посмотрим», мать отцу устало говорит. «Как там исследователь наш? Небось на стуле спит?» Отец взглянул, отец вздохнул, затылок почесал. Да, здесь не думательный стул, а думательный зал. Теперь стена похожа на большой тетрадный лист, и гордо ходит вдоль стены малютка Ада Твист. Ну что тут делать? Как тут быть? Как мир внести в семью? Придется дом наш превратить в лабораторию. Уж если хочет наша дочь про все на свете знать, мы обязаны помочь, хвалить, а не ругать. Любой ученый перед тем, как повезет ему, столкнется с 1000 зачем, откуда, почему. И вот отныне вся семья от папы до кота научными проблемами по горло занята. Почти окончен наш рассказ, но есть один вопрос. Какой же запах Аде Твист тогда ударил в нос? Об этом думает весь класс. Решения нет как нет, но может быть когда-нибудь они найдут ответ. Наш любимый партнер – магазин детских книг Вилки Букс. Это были вонючие тапульки. Это были вонючие кроссовки. Ариша думает, что это были вонючие кроссовки, которые ее брат или какой-то парень проходил мимо. Да, проходил мимо и оставил, вернее, прошел мимо, в руках у него были кроссовки. Поэтому, а как вы думаете, что это был за запах, что это воняло? Напишите нам в комментариях. Поставьте лайк. На сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!